Азербайджан – это страна сладостей. Но главное азербайджанское лакомство – это, разумеется, пахлава. В каждом регионе готовят свою пахлаву. Славится пахлава губинская из городка на севере Азербайджана. Славится пахлава шекинская, бакинская. А я хочу показать вам, как готовить пахлаву гянджинскую. Для особых случаев гянджинскую пахлаву готовят с розовой водой. Розовой водой я заменяю часть молока. А еще необходимо добавить 3 столовые ложки топленого масла, пару куриных яиц, теперь 150 мл молока и только 450 грамм муки. Тесто должно получиться довольно мягким, такое, чтобы его можно было раскатывать в тончайшие листы. Если получилось слишком мягким, ничего, добавьте еще чуть-чуть муки. Мука бывает разная. Одна мука берет больше жидкости, а другая меньше. Ничего страшного. Самое главное – хорошо вымесить тесто, так, чтобы на миске не оставалось ни комочка. Готовое тесто свернуть и убрать в целлофановый пакет для вызревания. Гянджинская пахлава – это прежде всего орехи, грецкие орехи. Я поразился, когда узнал, что ядрышки грецких орехов сначала замачивают, потом очищают маленькими ножичками от кожицы, снова просушивают и только после этого толкут. Помимо грецких орехов понадобится совсем немного миндаля для украшения. А еще понадобится просторная форма. Я использую медное блюдо. Это блюдо сначала подержали в холодильнике, а теперь я смазываю его топленым маслом. Так я делаю для того, чтобы топленое масло застыло на блюде, а не собралось в одну лужицу. А это 1 килограмм 300 грамм сахара и целых 2 килограмма орехов для начинки пахлавы. Удивительно, что в Азербайджане кардамон называют точно так же, как в Индии – хиль. Размолотого кардамона понадобится 1 чайная ложка. Орехи с сахаром и кардамоном необходимо перемешать очень тщательно, так чтобы сахар равномерно распределился среди орехов. А вот и медное блюдо. Теперь оно не просто луженое, а покрыто маслом. А вот и тесто созрело. Можно начинать раскатывать. Однако, прежде чем раскатывать тесто, его необходимо разметить на будущие сочни. Дело в том, что 2 сочня должны получиться несколько крупнее остальных. Вы потом все поймете. А пока надрезаем тесто подобно мандарину, только 2 дольки пусть останутся несколько крупнее. Знаете, даже опытные мастера не готовят на глаз. Всегда прежде всего размечают и определяют, какого размера будут сочни. Вот это точно помещается на мою эмблему. Значит, остальные могут быть слегка поменьше. Чтобы раскатать большие листы теста, удобна длинная веретенообразная скалка. Я видел, как хорошие мастерицы раскатают 3 листа вот такого размера, а потом сложат их все вместе и ударяют об стол. Да удар еще особый, с оттяжкой. И на выходе получают 3 огромных листа тончайшего теста. Впрочем, и обычная скалка меня тоже не подвела. Первый сочень необходимо растянуть и закрепить на бортах формы. Остальные можно будет раскатывать поменьше. Но первый сочень необходимо смазать топленым маслом. 1 столовой ложки достаточно, чтобы покрыть маслом весь лист теста. Ну а теперь беремся раскатывать следующий. В первом слое пахлавы 2 листа. Остальные будут чередоваться с орехами. Слой теста, слой орехов, слой теста, слой орехов. Но и второй листик теста тоже необходимо смазать маслом.
На этот раз часть масла впитается в ореховый слой, поэтому масло берем не ложку, а 2 или даже 3. Насыпаем орехи. Очень щедро. Азербайджанскую народную кухню отличает именно щедрость. Здесь не думают о калориях. Здесь думают только о наслаждении едоков. Все следующие листы теста должны умещаться внутри формы. Просто отделять один ореховый слой от другого. Листы теста послужат как бы арматурой для скрепления орехов между собой. Орехи необходимо равномерно распределять по листу, чтобы не было здесь густо, здесь пусто, здесь бугорок, здесь ямка. Нет, пахлава должна вызывать еще и эстетическое наслаждение. Она должна быть прекрасна на вид. Это был предпоследний, 11 слой, а сейчас 12. И последний лист теста тоже должен накрывать всю форму. Растягиваем его, вытягиваем края за пределы формы. Теперь надо спрессовать тесто и орехи. Вот у тазика дно плоское, как раз подойдет. Давим всем телом, очень сильно, чтобы орехи лежали не рыхло, а очень плотно. Иначе пахлава возьмет очень много масла и сахарного сиропа. Она и без того будет и достаточно вкусной, и очень сладкой. Верхний лист теста подгибаем под нижние слои пахлавы. Должен получиться как бы пирог. Очень красивый пирог. И поэтому его смазывают желтком и столовой ложкой настоя шафрана. Можно, конечно, желток развести в молоке, тоже очень красиво получится, но все-таки пахлава блюдо праздничное. Его преподносят на свадьбу, его готовят для праздников. Вот, по крайней мере, весной, в праздник Навруз, в каждой азербайджанской семье обязательно на столе бывает пахлава. Солнечная пахлава, ароматная пахлава. Пахлава, которая создает настроение праздника. Пусть желток с шафраном немного подсохнут, а мы берем в руки линейку и становимся геометрами. В глубокой древности женщины готовили пахлаву в ожидании возвращения мужчин, например, с высокогорных пастбищ, из дальних походов. Поэтому пахлава нарезается ромбиком, ведь ромб издревле служил символом женщины. Каждый ромбик пахлавы украшается орехами. А выпекается пахлава на углях. Приготовьтесь удивляться. Вслед за мастерами азербайджанской кулинарии я решил повторить этот опыт. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, все есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки.
Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады. Смотрите внимательно. То, что я покажу вам сегодня, мало кто видел даже из жителей Азербайджана. Сегодня я буду выпекать пахлаву не в тандыре, не в духовке. Сегодня я пахлаву буду выпекать на углях. Для этого специально построили небольшой очаг. Видите, всего 2 ряда самых обыкновенных кирпичей. А пока что разжигаем уголь. Пока уголь разгорается, посмотрите, как построили этот самый простой очаг. Пока что он предназначен для сковородки, либо для саджа. Уголь разгорелся, можно начинать выпекать. Но прежде несколько секретов работы с углем. Если я сейчас равномерно засыплю этот очаг углем, то пахлава в середине подгорит. Подгорит обязательно. Поэтому для выпечки пахлавы я распределяю уголь ближе к краям очага, а центр оставляю свободным. Больше того, я часть угля разложу на бортик очага. Небольшие средних размеров угольки раскладываю по бортику и освобождаю центр. Довольно жарко, угля немного, но он изрядно мощный, поэтому часть угля я выгребаю из очага. Это у меня запасные игроки. У меня напилено несколько кусков кирпича. Эти кирпичи я расставляю вот здесь, по краям. И можно ставить пахлаву. Подождем несколько минут, пока пахлава не зашкварчит и пока не пойдет запах. Запах топленого масла и поджаренного теста. Многие народы готовят пахлаву. У некоторых она состоит из многих-многих слоев теста и одного слоя орехов и жиденького сиропа. Азербайджанская пахлава не такая. Азербайджанская пахлава готовится с более чем изрядным количеством топленого масла. Закипело, запахло, и теперь мы пропитываем пахлаву маслом. Там между крупинками орехов и сахара еще есть свободное пространство. И это пространство займет не что иное, как топленое масло. Чтобы масло поскорее утонуло, прошло до самого дна, пропитало все слои, надо помочь ему. Берем нож и еще раз прорезаем пахлаву. Прорезаем до самого донышка формы. Я предвижу вполне справедливый вопрос. Ну хорошо, снизу пахлава жарится, пропекается. А как же сверху? Ведь сверху она так и останется холодной. Ничего подобного. Есть хороший способ. Не обязательно иметь вот такую хорошую тяжелую чугунную крышку, как у меня. Можно положить 2-3 шампура поверх этой сковородки и сверху положить лист обычного железа. Но это еще не все. Так не пропечется. Мы сверху крышки укладываем уголь. Именно этот уголь нагреет пахлаву и сверху. И сверху тоже зарумянится. Станет прекрасной, красной, очень красивой. Понимаете, да, что такое настоящая азербайджанская пахлава? Сколько в ней сахара, орехов, топленого масла. Тесто там, можно сказать, совсем чуть-чуть. Такую пахлаву едят по небольшому кусочку. 1 штучка в день. Это, как батарейка. Раньше такую пахлаву во время боев солдатам разносили.
А сейчас, слава богу, готовят только на свадьбы, только на праздники, чтобы молодежь танцевала веселее. И готовят не такими маленькими противнями, как я сегодня готовлю. Готовят сразу по 12 килограмм, полуметровые сковороды. А у меня сковородка диаметром 36 сантиметров. И те пропорции, которые я вам рассказывал сегодня, рассчитаны на 36-сантиметровую сковородку. Толщина у пахлавы должна быть стандартной. Хочу приоткрыть крышку, проверить, как там дела идут. Верхние угольки уберу, чтобы не скатились. Ох, и тяжеленная же эта крышка! Лучше бы я использовал лист железа, как это делают в Азербайджане. Посмотрите, как кипит пахлава. Но это еще не все. Это еще не все ингредиенты. Посмотрите, что я принес. Это сироп. Сироп, приготовленный особым образом. 900 грамм сахара, 180 миллилитров воды и 4 дольки лимона. Знаете зачем? Думаете, что для запаха? Ну да, запах-то будет приятный, конечно. Но при температуре 107-108 градусов лимонная кислота вступает в реакцию с сахаром. И сахар, сахароза, раскладывается на два менее сладких сахара. На глюкозу и на фруктозу. Теперь этот сироп никогда не засахарится. Теперь этот сироп, по сути дела, представляет собой то же самое, что и натуральный мед. Разумеется, за исключением некоторых ароматических веществ, которые вполне заменил лимон. Я снял весь уголь, потому что пахнет готовой пахлавой. Снимаем крышку и посмотрим, что у нас получилось. О! Вы только полюбуйтесь! Работа с огнем закончена. Но пахлава еще не готова. Ей еще предстоит застыть. Ей еще предстоит стать единым целым. И только после этого можно будет пробовать. Разумеется, пахлаву можно было испечь в духовке. 150 градусов, 1 час 15 минут, пока не станет вот такой золотой. А теперь еще раз поработаем ножом. Кусочки пахлавы слиплись друг с другом. Необходимо еще раз прорезать их. После выпечки пахлава должна остывать часов 10-12. Необходимо, чтобы сахар, сироп, топленое масло и орехи стали единым целым. Подача пахлавы на стол – это целое искусство. Из ромбиков выкладывают узор. Узор, подобный азербайджанскому ковру. Мы очень рады поделиться нашим кулинарным искусством. Азербайджанская пахлава. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будь смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны,
Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать еще другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.